Новинка от Google, которая имеет активное шумоподавление, режим прозрачности, поддержку ассистента, пространственный звук с отслеживанием головы, приложение со встроенными предустановками звучания и даже кастомным эквалайзером, различными технологиями для улучшения качества звука, передачи звука через микрофоны и тому подобное. Ко всему, данная модель может похвастаться 11-часовым временем автономной работы на одном заряде, что действительно сильно. Но обо всем этом нам заявляет сам производитель в рекламе к наушникам под названием Google Pixel Buds Pro. Все мы помним, насколько хороша модель Google Pixel Buds A-Series, но как на самом деле дела обстоят у Pixel Buds Pro, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой коробке из плотного картона, на ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем бокс, наушники, тубус с амбушюрами различных размеров. В общей сумме их 3 пары. Качество амбушюр хорошее. Последнее, что есть в комплекте, это краткое руководство. Кабель для зарядки не положили. Вес бокса без наушников 49,6 грамма. Один наушник весит 6,2 грамма. Не совсем они легкие. Габариты бокса это 49,9 на 24,9 на 62,9 мм. Он слегка шире, чем бокс у прошлой модели. Габариты наушников 25 на 18 на 17 мм. Звуковод круглой формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Звуковод оформлен хорошо, и его размер 7 на 2,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. По ссылке в описании мой личный телеграм-канал и, разумеется, телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 14 тысяч человек, и мы всегда помогаем друг другу советом по поводу железок. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть коралловая, голубая, темно-серая и лемонграсс расцветка. Отмечу, что меняется только цвет внешней стороны наушников. Бокс выполнен в стандартном стиле из тактильно приятного матового пластика, напоминающего soft touch. Бокс светло-серый, материалы качественные, но сам бокс очень скользкие марки. Сборка неплохая, но крышка слегка люфтит, а также неприятно скрипит. Шарнир, по всей видимости, металлический, бокс не особо крупный, но в кармане слегка мешается. На корпусе расположили спрятанный LED-индикатор, разъем USB Type-C и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом положении, хлопок при закрытии крышки звонкий. Внутри бокса расположили 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом и краткую информацию мелким шрифтом. Наушники в боксе слегка гуляют. Если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой, то нужно будет приложить немного усилия. Извлекать наушники из бокса удобно, а вот вставлять обратно нет. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового качественного пластика. Большая часть наушников черная, а внешняя часть, в моем случае, темно-серая. Наушники выглядят необычно, сборка хорошая. В плане посадки Google Pixel Buds Pro меня удивили, так как я ожидал при их весе и форме, что они будут сильно ощущаться в ушах. Но нет, сделали хорошо, не ощущаются. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил, уши не устают. Из ушей выпирают наушники не сильно, не могу сказать, что данная пара в плане эргономики подойдет каждому. 100% их нужно примерять перед покупкой, как и любые другие беспроводные наушники, так как многим пользователям они доставляют дискомфорт при длительном прослушивании музыки. Пассивная шумоизоляция неплохая, на корпусе есть 2 контакта для зарядки, маркировка left и right, логотип с тиснением, по 3 микрофона на каждом наушнике и сенсорная область для управления, которую можно полностью отключить. Из нажатий на борту play-пауза, переключение треков, вызова голосового ассистента, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Управление полноценное, тапы можно настроить через приложение, что удобно. На тапы наушники откликаются как хорошо, ко всему регулировка громкости производится свайпами, но из-за размеров сенсорной области регулировать громкость не совсем удобно. Ложных срабатываний у меня практически не было, что радует. Команды сопровождаются приятными системными звуками. Каждый наушник оснащен 11-мм динамическими драйверами, используется технология Active In-Ear Pressure Relief, Volume EQ для выравнивания частот при любой громкости, а для четких звонков есть технология Voice Accelerometer и Wind Blocking Mesh Cover. Активное шумоподавление на борту, как и режим прозрачности. Оба режима могут работать даже с одним наушником. ANC показало себя хорошо, реализовано оно отлично, но с включенным ANC слышен легкий фоновый шум. И сверхшумоизоляцией Pixel Buds Pro, к сожалению, похвастаться не могут. Это вам не Соньки последние. Режим прозрачности не раздражающий, работает корректно, но также с фоновым шумом. Минус за то, что нет адаптивного режима для ANC
ANC. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после открытия крышки бокса. Полноценный мультипоинт до двух устройств на борту. И снова разочарование, он работает некорректно, как и многое в данной модели лично у меня. Инфракрасные датчики автопаузы отрабатывают быстро, если есть необходимость, их можно отключить. Также установлены датчики, которые измеряют давление в ушном канале с использованием технологии Silent Seal, чтобы не было сильного ощущения вакуума. И еще туда запихали, как вы уже поняли, акселерометр и гироскоп. Функция Live Translate, озвучивание уведомлений и все, что связано с Google Ассистентом, также имеется. К примеру, мне было очень удобно прослушивать уведомления, которые приходили в Телеграме. Далее, полный цикл зарядки бокса занимает около 2 часов, а наушников 1,5 часа. Беспроводная зарядка бокса стандарта Qi на борту. Время автономной работы очень хорошее, в этом плане Google постарались. У меня по кодеку AAC с включенным ANC на 65% продержались они 6 часов. Разряд идет неравномерно, один наушник высаживается быстрее на 5%. С боксом данная пара может прослужить в таком сценарии использования 18-19 часов. Без активного шумоподавления время автономной работы значительно увеличивается, и это, как по мне, огромнейший плюс этой модели. Быстрая зарядка на борту и 5 минут в боксе дают не больше 1 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Отмечу, что у многих пользователей были проблемы с зарядкой устройства. У меня что бокс, что наушники заряжались хорошо. Но имейте в виду, читайте отзывы. Далее, водонепроницаемость у наушников класса IPX4, а у бокса IPX2. Разумеется, бокс я не буду топить в воде, а вот наушники искупал на 30 секунд. По итогу функционал не пострадал. Отмечу, что все тесты, как и запись микрофона, проводилась до утопления. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Pixel Buds, но если у вас смартфон Pixel, то во вкладке Bluetooth будут все настройки наушников. На смартфоне другого производителя также можно получить настройки прямо в Bluetooth вкладке. Для этого нужно будет сбрасывать наушники до заводских настроек, отключать от смартфона и так далее. У меня в стоке автоматически что-то как-то открывается, но пользоваться настройками невозможно, поэтому я не стал заморачиваться и просто скачал приложение. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников и бокса в процентах. Далее есть настройка Google Ассистента, поиск устройства, настройка сенсорного управления, настройка режимов, проверка посадки, включение-выключение мультипоинта, функции переключения звука между устройствами, включение-выключение датчиков автопаузы и обновление прошивки. К слову, мне она уже прилетала. Последнее, что есть в приложении, это 7 предустановок звучания, а также 5-полосный кастомный эквалайзер. Как по мне, он слишком простенький для подобной цены, и в целом эти уши дороговаты. Но сейчас не об этом. Также есть функция для усиления низких и высоких частот на пониженных уровнях громкости, баланс громкости и монофонический режим. Приложение работает лично у меня максимально некорректно. Иногда пропадают настройки, сами наушники отключаются от приложения и не только. Bluetooth старой версии 5.0, из кодеков на борту только SBC и AAC, кодеков высокой четкости Google не завез, как и новый Bluetooth. Через 2 стены они не отваливались, но проскакивали фризы. Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка заметна. Играть не совсем комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются со своей задачей вовсе не чисто, есть перегрузы и искажения голоса. Все стандартно. Для недолгого разговора в целом пойдет, но не больше. Примеры вы сейчас услышите. Но напоминаю, что пиксели очень часто допиливают свои уши. Пример работы микрофонов наушников Pixel Buds Pro рядом с дорогой. Насколько хорошо отрабатывают микро, вы сейчас слышите. Микро, не знаю, по мне довольно неплохие, опять же, учитывая форм-фактор. Вообще, гуглы в этом смысле молодцы.
Очень часто они делают микрофоны, примерно, кстати, в тех же условиях Liberty 4 я недавно тестировал, посмотрите обзор. Так вот, Гуглы сделали сначала много очень наушников на шнурке, потом обычные пиксель-бадсы, потом пиксель-бадсы, у которых был ужасный микрофон. Потом каким-то образом программно они все это дело допилили, прилетела новая прошивка, и микрофоны стали волшебные. Почему, как так произошло, неизвестно. Насколько хорошо прошки отрабатывают, решать вам. Опять же, лучше всего это все сравнивать, посмотрев на Liberty 4 обзор и послушав, как отрабатывали микрофоны у них. При том, что у Liberty 4 я стоял на месте рядом с дорогой и никуда не двигался. Соответственно, ветер был меньше. Вот сейчас я тоже встану, чтобы были примерно одинаковые условия. Но еще раз повторяюсь, что с гуглами прелесть лучше и отрабатывает все лучше. И это хорошо. Почему хорошо? Потому что когда кто-то может прошивкой просто допилить микро, это круто. Ты реально понимаешь, что здесь все-таки не вопрос какого-то физического хардвера, то есть не железо, а дело в софте. И если софт правильно настроен, плюс-минус с теми же микрофонами, то работать все это будет намного-намного лучше. Вот. В принципе, мысль я донес, а пример вы достаточно услышали, почти 2 минуты. Мне кажется, что этого вполне хватает, чтобы понять, насколько хорошо отрабатывает микро. Вот, допустим, сейчас вы даже слышите, как пищит пешеходный переход. Думаю, что достаточно громко должен пищать у вас. Если пищит не громко, значит все круто. Значит, шумодав CVC работает хорошо. Звучание. Запас громкости есть, но небольшой. Лично мне громкости более чем достаточно. По сравнению с другими наушниками они звучат слегка, правда, тише на максималках, но я на максималках никогда не слушаю. Звучание. Верха и низы в приоритете, что, как по мне, не очень хорошо. Середина неплохая, имеет среднюю проработку. Бас хоть и плотный, но его с перебором. Высокие имеют излишний акцент. Сцена средняя, детальности мало, инструментал данная пара отыгрывает неплохо. Звучание, как по мне, в данной ценовой категории совсем не лучше. В целом, можно все подкрутить эквалайзером, но все равно Google Pixel Buds Pro не про суперзвук. Из минусов, как вы уже поняли, их достаточно. Данная модель не может просто работать в любом случае. Какая-то ошибка, но что-то будет. В ролике я уже перечислил основные минусы. Читаем форумы, делаем выводы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на Telegram скидок, взаимопомощи, мой личный Telegram-канал. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. За просмотр всем отдельное спасибо. А резюмируя так. Беспроводные наушники Google Pixel Buds Pro, учитывая стоимость, функционал, звучание, как по мне, не особо удачная модель. Да, они имеют отличную автономность, но этого мало. Даже наличие NFC и других фишек, по мне, не оправдывает стоимость, только если вы, не знаю, урвете где-нибудь их выгодно. И тем более, если у вас телефон Pixel. Смотрим на канал, есть много топов у меня беспроводных наушников, они все еще актуальны. Выбираем. Девайсу от меня нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.